Этот мальчик вместе со своими родителями и всеми присутствующими посетителями стоял и смотрел с изумлением, как их сын проходил мимо бассейна с касатками. Обычно касатки никогда не подплывали близко к посетителям, но на этот раз одна из касаток продолжала следовать за маленьким мальчиком без остановки. Но когда их сын приложил руки к стеклу, касатка решила сделать что-то невероятное. Перед тем, как мы начнем, нажмите на кнопку «Нравится» и обязательно подпишитесь, если еще этого не сделали, и включите уведомления, чтобы не пропустить новые истории. Родители 5-летнего Кевина никогда не ожидали, что этот день будет настолько особенным. Кевин пошел в океанариум со своими родителями. Отец Кевина едва успел купить билеты у входа, как Кевин уже убежал. «Это будет для нас трудный день», — сказал Брайан своей жене Лоре, побежав за сыном. «Ты должен оставаться с нами», — строго сказал Брайан своему сыну. Кевин услышал слова, выходившие из уст его отца, но он явно не понял фактическое сообщение, которое его отец пытался до него донести, потому что через несколько минут он уже был в нескольких ярдах от родителей, когда те его догнали. Он уже был у бассейна с касатками, особенно с учетом того, что шоу с касатками было запланировано на 16 часов. Шоу, которое благодаря Кевину должны были посмотреть миллионы людей по всему миру. Кевин не имел ни малейшего представления о том, что в тот день он собирался значить для всего мира. Он подошел к первому бассейну и начал разговаривать с безобидной рыбкой-кораллом, которая случайно проплыла мимо стекла. Нормальное дело для любопытного мальчика, подумаете вы. Но прямо тогда и там все присутствующие получили представление о том, на что способен Кевин. Коралловая рыбка уплыла, и Кевин повернулся к своим родителям с улыбкой. Бассейн с касатками был на другой стороне океанского мира, и Кевин был готов к долгожданной встрече с этими прекрасными зверями. У них были Люсинда, Жасмин, Белла и, конечно же, его любимица Далия. Кевин быстро побежал после этого необычайного действия, которому он сам удивился. Все были любопытны увидеть, что Кевин собирается сделать у следующего глубоководного бассейна, и даже его родители уже держали камеры наготове, чтобы заснять то, что должно было произойти. Их сын обладал невероятным даром, который был не только уникален для его возраста, но никогда раньше не наблюдался, и мир собирался его открыть, потому что Кевин только что прибыл к своим любимым животным, касаткам, и все камеры были включены. Сначала касатки все еще спокойно занимались своими делами. 4 из них плавали в отдалении и были похожи на маленькие точки в огромном синем бассейне для Кевина и всех любопытствующих зрителей. Но когда Кевин несколько раз постучал по стеклу их вольера, одна вскоре начала двигаться. Это также оказалась Далия, любимая касатка Кевина и самая крупная из 4. Животное поплыло к стеклянной стене с аномально высокой скоростью, и все присутствующие заметили это тоже. Прямо там, где стоял особенный мальчик, Далия резко остановилась. Она сделала полный круг и повернулась лицом к Кевину. Касатка даже открыла рот и, казалось, улыбнулась. Она явно пришла за Кевином, а Кевин пришел за ней. Кевин начал двигать правой рукой, а затем сделал круговое движение левой рукой, и, как с коралловой рыбкой, Далия мгновенно отреагировала на это. Она немедленно повернула морду в направлении его пальцев, и даже когда он направил руки в другую сторону, огромное животное идеально следовало его движениям. Все люди, которые имели честь стать свидетелями этого, насладились зрелищем, а персонал ничего не понимал. Фильмы и фотографии, сразу же заполонившие YouTube, были сделаны. Касатки — одни из самых сложных животных в дрессировке, и тренеры парков потратили годы, пытаясь сблизиться с этими животными, чтобы хотя бы выполнить самые простые маневры с этими величественными существами. Но Кевин, похоже, овладел этим намного лучше всего за несколько минут. И один особенный человек тоже заметил этот талант, потому что одним из случайных прохожих был Ларс Марксон, главный тренер и совладелец океанского мира. Он работал с этими животными много лет и действительно мог назвать себя экспертом, но был потрясен. Когда он увидел, как Далия выпрыгнула из воды вот так, он побежал к своим сотрудникам, чтобы попросить объяснения. Ситуация была объяснена,
и Ларс подошел к маленькому Кевину с широко раскрытыми глазами. Кевина вывели на улицу, и тогда Ларс задал особенный вопрос. «Малыш, могу ли я попросить тебя об огромной услуге?» То, о чем Ларс Марксон тогда попросил Кевина сделать, он до сих пор называет лучшим решением в своей жизни. Пятилетний шептун косаток, как называли его сотрудники, тогда был попрошен принять участие в большом шоу в тот же день. То самое шоу, которое Кевин так рвался посмотреть в начале дня. Это должно было стать кульминацией их визита в океанариум. Но там, где сначала Кевин все еще думал, что он в зрительном зале, теперь аудитория более 500 человек смотрела на маленького Кевина. Кевин ответил нервным «хорошо». Кто бы мог подумать, что этот обычный день в парке закончится чем-то подобным? Сможет ли он повторить свое необыкновенное выступление из того дня или даже превзойдет себя? Никто не знал ответа. Кевин шевелил пальцами в воде, а затем поднял правую руку высоко вверх. Кевин закрыл глаза и громко позвал «Далее». Толпа смотрела на воду и увидела, как огромная далее выпрыгивает на метры в вышину над водой. Ларс и его коллеги-тренеры тоже были в шоке. Кевин двигал руками слева направо и снизу вверх. Кевин одобрительно кивнул прислужникам. Еще никто в аудитории не знал, что это будет значить. Даже родители Кевина наблюдали нервно. Их сын удивлял их весь день, так что то, что он придумает для грандиозного финала, должно было быть очень впечатляющим. Кевина поместили на спину далее два тренера, которые пытались поставить его в положение, достаточно стабильное для того, что должно было произойти дальше. И тогда малыш закричал «Иди, далее, иди». Далее проплыла по воде с Кевином на спине и сделала почетный круг для всех присутствующих. Кевин сиял и махал наполовину своим родителям. Шоу закончилось. Но у Ларса Марксона был еще один вопрос к малышу. Ларс схватил микрофон и взял Кевина за руку, одновременно обращаясь к толпе на стадионе. Он объяснил аудитории, насколько особенным был этот мальчик, и спросил Кевина, не хотел бы он играть постоянную роль в океанском мире. Такой талант, конечно, они не могли упустить. Сначала Кевин спросил, может ли он привести своих родителей, и, конечно, это не было проблемой. Он посмотрел на своего отца, затем на маму, и затем застенчиво, но счастливо кивнул «да». После шоу все четверо собрались вместе и договорились. Ему разрешили участвовать в шоу один раз в месяц, и так он станет еще лучшим тренером косаток, чем он уже был, но только если это не помешает учебе. Этот особенный день случился 2 года назад. Посмотрим, как Кевин справляется в наши дни. Кевину сейчас 7 лет, и он действительно может назвать себя опытным тренером косаток. Он, возможно, даже самый молодой тренер косаток в истории. Он проводит все свободное от школы и домашней работы время со своими любимыми животными. И что он надеется достичь в будущем? Конечно, его мечта — стать профессиональным тренером косаток позже в жизни. Но он понимает, что сначала должен закончить школу. Но его любовь к животным океанского мира и обещания, данные им родителям и владельцу океанского мира, мотивируют Кевина усердно работать в жизни. В любом случае, у него определенно есть мечта, а это в сочетании с упорством, все, что нужно, чтобы достичь мечты.